Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствуем вас на канале «Делаем вместе своими руками». С вами, как всегда, Андрей и Наталья. Занимаясь шитьем, столкнулись с тем, что рабочая поверхность нашей бытовой швейной машинки очень маленькая, поэтому мы решили сделать приставной столик. Вот такой приставной столик мы сделали своими руками. В интернете видел очень много различных вариантов, но подходящего куска фанеры в размер столика у нас не нашлось, поэтому решили сделать из того, что под рукой. Идея родилась сама собой. Как-то смотрели канал «Творческий океан», на котором Татьяна делала настоящие стулья и столы из картона. Идея мне показалась перспективной. Во-первых, не нужно искать фанеру. Во-вторых, не нужно подгонять под рабочую поверхность машинки деревяшку без специального инструмента и тратить на это кучу времени. В нашем варианте все очень просто. Как говорят мастерицы, можно обойтись без мужских рук. Пожалуй, начнем. Нарезаю из коробок пачку картонных заготовок длиной 39, шириной 25 см. Берем швейную машинку, подкладываем под нее лист картона, а потом обрисовываем форму швейной машинки карандашом. Обрисовали, теперь вырезаем канцелярским ножом. В этом случае картон не мнется и сохраняет свою форму. Вот такая заготовка получилась. Примеряем ее к швейной машинке. Берем пачку нарезанного листами картона, прикладываем трафарет и обводим карандашом. По трафарету вырезаем почти всю пачку, кроме 3 листов. Они у нас пойдут на основание. Мы нарезали нужное количество картона. Вот так это выглядит. Теперь будем примерять. Подкладываем кусочки картона, которые у нас станут основанием, а потом вставляем ту часть, которую вырезали по шаблону. Хочется сделать приставной столик в уровень со швейной машинкой. Берем клей ПВА столярный, бесцветный, после высыхания, и хорошенько промазываем листы картона и склеиваем их между собой. Теперь примеряем картонное основание. На нижней части швейной машинки у нас есть элементы крепления, которые мешают установке основы. Подрежем картон, чтобы основа встала на свое место. Подрезали основу, склеиваем весь картон вместе, а потом даем картону просохнуть. Заготовка картонного столика высохла. Теперь нам нужно подровнять края. Сделаем это с помощью молотка, так как после обработки клеем картон стал намного тверже. Подровняли края. Теперь заклеиваем боковые части картона бумажными полотенцами. Клеим тем же клеем ПВА. Выглядит это не слишком симпатично, зато поверхность приобретает нужные свойства. Заготовка просохла. С лицевой стороны я на всякий случай тоже проклеил ее бумажными полотенцами, чтобы цвет картонной основы не отличался, так как ткань у нас очень тонкая. Для того, чтобы оклеить заготовку, мы снова используем клей ПВА. Обклеивать столик будем вот таким тонким и веселеньким ситцем. Клеим ткань небольшими лоскутками. Клея при этом не жалеем. Ткань должна повторять рельеф картонной заготовки. В принципе, этой прочности столика уже достаточно. Можно его покрасить или сделать декупаж, или расписать красками как шкатулку и покрыть несколькими слоями лака. Мы решили работать с тканью. Заклеили тканью всю заготовку нашего будущего столика и просушили ее, а потом покрыли одним слоем лака.
Смотрите, как интересно получилось. Теперь покрываем приставной столик еще 2 слоями лака, чтобы защитить ткань от потертостей, а сам столик от возможной влаги. Используем акриловый водно-дисперсионный лак для мебели и паркета. Провели финишную обработку столика лаком и просушили его. Вот такой приставной столик у нас получился. Конструкция очень надежная и меня полностью устраивает. Зазоры минимальные, стыкуется плотно, держится очень хорошо и не болтается. Если вам нравится то, что мы делаем, оставайтесь с нами на канале. А на этом на сегодня у нас все. Всего вам доброго. До свидания.